Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я хочу сделать с вами просто нереально долгожданную распаковку. Я так хотела эту сумку, я ее так долго искала, я потеряла просто уйму времени, кучу каких-то классных акций, потому что я не понимала, хочу я ее, не хочу. И потом, когда я получила, я поняла, что это любовь. Честно скажу, что я уже распаковывала ее, даже один раз выгуливала, вот, но решила все сделать в таком первозданном виде, чтобы вам было приятно, чтобы вы со мной прочувствовали это ощущение какой-то новой вещи и посмотрели, в каком вообще виде она доставляется и что главное это за сумка. Если вам интересно, то оставайтесь на мою такую небольшую фэшн-распаковку. Буду вам очень рада. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и поехали! Я заказала эту сумку с Farfetch, и, честно говоря, как уже сказала, было множество вариантов, потому что были сайты, на которых цена была интереснее, предложения были интереснее, но я многое, к сожалению, упустила. Но тогда на Farfetch была скидка минус 20%, и они мне кинули пуш, что, ребята, еще скидка, то ли 20, то ли 30% к тем айтемам, которые уже со скидкой, и я поняла, что, 50% скидка, а надо брать. Все, я устала уже смотреть на эти фотографии, я устала сравнивать и думать, насколько они впишутся в мой лук, все будет круто. Вот, и я ее заказала, и просто вообще не пожалела, потому что она самая моя любимая. Я, не знаю, конечно, очень мало раз куда-то выходила, выгуливала ее, скажем так, но, тем не менее, просто она настолько меняет градус вашего образа, настолько меняет ваши ощущения, что я просто чувствую себя в ней, не в ней, а с ней просто невероятно какой-то фантастической. Давайте откроем, посмотрим. Это стандартная упаковка от Farfetch. Сумка была мне доставлена из Франции. Если не ошибаюсь, то бутик называется Monet или как-то так. Я не сильно сильна во французском, но, кстати, они мне положили, что интересно, еще скидку на первый заказ, если я непосредственно буду заказывать уже у них, по-моему, 15%. Это приятно, потому что, скажу честно, что изначально я хотела ее там поймать. Она там была даже дешевле, чем я приобрела, на $50, по-моему. И цена была очень привлекательная, потому что полная стоимость ее $620, это прям очень заоблачно много, но так как они постоянно выпускают какие-то новые коллекции, то это лакированная кожа, то это кожа крокодил, ну, под крокодил, да, соответственно, разные вариации, и они очень быстро переходят туда в раздел сейла, потому что это могут быть пастельные тона, например, летние, и сейчас они на сейле и так далее. То есть именно от сезонности можно выбрать какое-то предложение, которое вам интересно. И я увидела там просто, по-моему, $270, что ли. Я такая, блин, надо брать, типа, какая классная цена. Вот, и пока я думала, эта акция закончилась, там какие-то были, типа, бешеных понедельников, и, как всегда, там какая-то черная пятница. В общем, эта акция закончилась, когда я уже, понимаете, вводила данные своей карты. И вы представляете, когда ты уже задумался, и ты уже хочешь эту вещь, но тебя вламывают. И потом я бесконечно думала про эту сумку, потому что она мне не давала покоя. И когда на Farfetch стартовала еще акция плюс к тем товарам, которые уже на акции, я, конечно же, взяла. Здесь мы видим сумку в пыльнике и в таком небольшом, да, защитном каком-то пакете. Все в логотипах, by Far, и здесь, соответственно, наименование сумки. Это сумка Миранда. Она у меня выполнена из кремовой такой якобы кожи крокодил. Она просто очень крутая. Сейчас посмотрим вместе. И, соответственно, это, да, 100% натуральная кожа, и выполнена она в Болгарии. У нас пыльничек, мы с вами уже сказали, такой в виде мешочка, который можно, на самом деле, использовать, да. Но обычно вообще главное предназначение пыльника — это не только доставить вам сумку, но и непосредственно, чтобы сумка у вас была защищена, чтобы она, ну, кожа не травмировалась, и если вы, например, на какой-то сезон убираете, то это светлая сумка, соответственно, логично, да, что вы, наверное, ее будете и летом больше носить, вот, но об этом мы чуть позже тоже поговорим. Вот мы, например, на зиму можем убрать в пыльнике, потому что все советуют хранить в пыльнике, и они, by Far, не исключение. И простите мои эмоции, но просто посмотрите, какая красотка. Я, честно, выбирала между двумя вариантами. Изначально я вообще не понимала, как бы, я хотела себе маленькую сумку, но я думала над такими формами, которые, знаете, более The Row напоминают, да, когда круглая такая ручка, она перетекает в сумку, или я думала, что взять, может, что-то классическое, но меня всегда тоже смущало, как, что туда влезет, она такая кроха, но, тем не менее, мы с вами даже сегодня еще останемся после распаковки и посмотрим, сколько влезает в эту сумку, потому что, на самом деле, она достаточно вместительная, несмотря на то, что она прям очень маленькая, особенно, да, вот если мы носим ее вот здесь, смотрите, она просто какая-то нереальная малышка, но, тем не менее, очень-очень-очень вместительная, и я выбирала между
таким вариантом, да, это якобы крока кремовый, и непосредственно мне еще понравилась просто такая, написано лакированная кожа, но, знаете, просто, наверное, какая-то очень отполированная, потому что это не как лакированные такие черные ботинки, я сразу вспоминаю из детства туфельки, нет, это просто такая какая-то лакированная, очень сильно на блестящая кожа, скажем так, она была в бежевом цвете, и мне казалось, что так как я уже заказывала в середине лета, я понимала, что он придет совсем поздно, и, наверное, как бы, ну, вообще белую сумку в сентябре как-то странно получать, вот, но я подумала, что, наверное, как раз бежевая вариация лучше будет смотреться с тренчем, потому что я тоже недавно тренч себе приобрела на эту осень, и поэтому я смотрела больше в эту сторону, но вот получилось так, что на скидках ее разобрали очень быстро, я не успела, и потом я начала смотреть обзоры, ну, в целом, как бы на эти сумки, чтобы посмотреть, как они в образы вписываются, как они смотрятся, и насколько это вообще моя вещь, потому что, знаете, вот есть вещи красивые, вы понимаете, что это очень красиво, а есть вещи, которые красивые, но не ваши, и вот вам как-то не совсем с ними классно проводить время, и я хотела убедиться, что это моя, и, честно, эта малышка, она 100% моя, потому что я прям, я не знаю, как я без нее жила, вот, и я, когда начала смотреть эти лакированные варианты, я поняла, что они заламываются вот здесь. Здесь тоже, мне кажется, меня это будет ожидать в дальнейшем, поэтому тоже расскажу, как аккуратно ее открывать. И я решила остановиться на этой крошке. Что мне очень сильно нравится, это как раз-таки этот принт, потому что он делает ее какой-то просто невероятно фантастической, интересной с точки зрения текстуры, того, она сложно выглядит, да, она не выглядит плоско. И мне очень нравится этот кремовый цвет. Я изначально думала, потому что она, знаете, на фотографиях не так передается, и она смотрится какой-то... У некоторых совсет белая, и я понимала, что я белую сумку не хочу, не из-за того, что она будет пачкаться очень сильно, когда, конечно, это ожидаемо, но потому что белый цвет, он для меня очень немногогранный, да, то есть вот бежевый, молочный, ванильный какой-то, он все-таки больше каких-то вариаций, куда можно увезти эту сумку, а белая это такой, как манифест. И я белую сумку не хотела, я хотела что-то такое кремовое, и в жизни, поверьте, она смотрится, вот у меня как раз белая рубашка, я думаю, у вас будет хороший, да, такой диссонанс, скажем так, что вы увидите разницу в этих цветах, она очень красиво смотрится, и она классно смотрится с какими-то темными вещами, да, будь это, не знаю, что-нибудь цвета бордо, цвета винного, розового, она также классно смотрится с серыми вещами, с вещами белыми, то есть, да, она не смотрится инородно, потому что это все-таки светлая вещь, и она красиво дополняет образ, даже с темными вещами, честно говоря, интересно так смотрится, но здесь я переживаю, что она может окраситься, потому что, ну, светлые вещи, они красятся, особенно там, если что-то зеленое, потому что вы знаете, когда стираете, обычно там такая водища, вот, поэтому давайте откроем ее, посмотрим, она выполнена очень качественно, очень здорово. Единственное, за что я переживаю, что надеюсь, что здесь не расклеится, но это, конечно, может, любой мастерской будет заделать, но как хочется, чтобы подольше она просуществовала со мной. Здесь очень хорошая фурнитура. На фурнитуре нету бренда, потому что это 100% оригинал, это с Farfetch, но как бы если вдруг вы смотрите, чтобы тоже понять, там вам оригинал или не оригинал продают, здесь нет нигде то, что это by far. То есть вы здесь это нигде не найдете, поэтому не ищите, пусть это вас не смущает. И такая строчка плотная, все такое плотное. Ну, то есть действительно, это очень качественная сумка, и она прям, не знаю, видно, что вложили душу, когда ее делали. Очень качественная фурнитура, такая приглушенная, немножко матовая. Прям я вообще фанатею. И она так пахнет кожей. Вообще просто пахнут как новые какие-то туфли или сандали, просто, ну, прям здоровская. Очень плотная, как я говорила, да, тут все прям прошито плотно, поэтому я думаю, что здесь, конечно, тоже будут образовываться заломы, но в большей степени, наверное, вот здесь. Поэтому я вот здесь буду стараться не сильно открывать, потому что, вот, видите, она уже как будто бы заламывается, но так как это эффект крокодила, это меньше заметно, чем на гладкой коже. То есть вы понимаете, что здесь это, конечно, неизбежно. Внутри у нас наполнение стандартное, это просто бумажки, чтобы она не погнулась, когда нам ее транспортировали. И такой у нас кармашек внутри. Вот как раз на кармашке, к слову, сейчас я вам покажу. На кармашке, к слову, и есть, да, что это у нас by far. Такая кожаная тоже эмблемка. By far, made in Bulgaria. И у нас в кармашке у нас записочка. Ну, это то, что мы ее приобрели на Farfetch, естественно. И, соответственно, такая документация небольшая. Это белый конверт, здесь выбито by far, очень тактильно, приятно. И внутри у нас hello, I'm Miranda. Да, это сумка Miranda. И вообще, если поговорить немножко про эстетику этого бренда, не так давно они запустились. На самом деле, я думаю, что дольше существует бренд. Сейчас я посмотрела, они с 2016 года. Там, по-моему, две сестры и какая-то знакомая или подруга, ну, в общем, это девушки-основательницы у этого бренда, и они вообще разбросаны по всему миру, кто-то живет в Болгарии, кто-то живет в Париже,
Париже, и они вот рассказывали, читал статью, что они постоянно на созвонах, они постоянно на связи, и, в общем, так они создают свою невероятную коллекцию. И что интересно, что у них эстетика 90-х, эстетика начала 2000-х, и они ее немножко пересмотрели, тогда Фенди выпускали свои багеты и все прочее, и они как раз-таки тоже пересмотрели всю эту историю с багетом и осмыслили ее в новых реалиях, и теперь вот вы знаете, что, возможно, не прямо сейчас, но полтора года назад багеты были просто вау, Кендалл Дженнер, все эти ребятки, Кардашьяны, все ходили с сумками именно by far, и я когда читала интервью, они сказали, что, наверное, их самая любимая сумка это все-таки не Миранда, а сумка Рэйчел. Она такая прям багет, такой стандартный, он бывает с цепочками, по-моему, без цепочек бывает, но по мне она простовата, она тоже очень маленькая, и, наверное, я больше представляю каких-то маленьких миниатюрных девчонок с этой сумкой, да, в карго-брюках, с заколкой здесь, да, с крабом. Вот я больше за классику, поэтому мне присмотрелась Миранда, она просто какая-то, и мне нравится ее дизайн тем, что он и классический, да, то есть никто не скажет, что это какая-то, да, вот там бунтарская, кто-то там переосмыслил 90-е, как бы, да, есть 90-е мотивы, и мне кажется, мама моя тоже так посмотрела на нее и подумала, что да, что-то знакомое, вот, но тем не менее это классика, и она хорошо смотрится, даже если вы и в карго, и при этом вы в какой-нибудь заплессированной классной юбке, с чем-то застилизованной. Это мне очень нравится. Соответственно, да, здесь написано Hello, I'm Miranda, и написано, что это кожа крокодил, кремовый цвет, то, что это полноценная, стопроцентная кожа и сделана в Болгарии. И здесь у нас инструкция о том, как ухаживать о коже, что мне очень понравилось. Здесь они пишут, что мы очень ответственно относимся к нашим аксессуарам кожаным, и вообще любой imperfection, да, любые, в общем, несовершенства, цвет кожи, фактура, если что-то не так, друзья, это наше отличительное качество, потому что у нас просто оригинальная, нереальная, настоящая кожа, вот, и как бы это нас и отличает от подделок. То есть вот здесь прям очень круто, мне кажется, всем пиарщикам, знаете, типа, если наш смартфон не работает, то, пожалуйста, это нас отличает от конкурентов. Ну, в общем, здесь, в общем, все очень интересно, мне понравилось, что любые как бы несовершенства — это наши отличия от подделок. Вот, честно говоря, я не знаю, мне кажется, вот Фиби точно подделывают сумку 100%. Фиби? А у них есть сумка Фиби? Нет, по-моему, нет. Ладно, Рэйчел. Может быть, Фиби, кстати, тоже есть. В общем, сумку Рэйчел, которая такая стандартный багет, ее подделывают, и я видела, что на Алиэкспресс просто уйма этих сумок. Я просто тогда, мне кажется, не задумывалась, что это by far. Насчет Миранды не знаю. Когда буду монтировать, посмотрю. Может быть, на Алиэкспресс тоже найду. Но, конечно, видна разница всегда по фактуре, по тому, как сделана сумка на Алиэкспресс. Они больше такие, знаете, как для куколок. Дорогие друзья, буквально минута вашего времени. Пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, то самое время это сделать. Остановите видео на секунду, передохните, возьмите кофеечек, поставьте мне палец вверх и подпишитесь на канал. Это очень сильно помогает, особенно когда вы взаимодействуете с контентом, и меня видит больше людей, а значит, канал развивается, и я могу купить что-то новенькое на обзор. В общем, пожалуйста, подписывайтесь. Но если как бы вы уже немножко так постарше, скажем так, вам хочется какой-то более, да, такого качественного варианта. Хотя на Алиэкспресс классная вещь, у меня тоже оттуда очень много всего есть, но тем не менее, зачастую именно реплики, они отличаются. Есть, конечно, не какие-то очень качественные реплики. Вот такая малышка. Не знаю, мне она просто невероятно нравится. Она очень классная, она не открывается, то есть здесь очень плотный, да, у нас плотная кнопка на магните. Здесь тоже все просто классная, хорошая сумка. Вот, здесь, как мы уже обсудили, да, вот такая она по наполненности. Я не могу сказать, что в нее очень много влезает, но тем не менее все основное влезает. Потому что я думала, что, наверное, я буду страдать и носить один телефон, и мне даже кто-то сказал, что в эту сумку ничего не вместит, кроме телефона, но у меня есть сумка Marc Jacobs, это стандартная вообще крошка, вот туда только телефон умещается, и я вообще привыкла, что телефон и карт-холдер. Здесь, честно, даже много. Поэтому давайте посмотрим еще раз на нее, я вам ее покажу, чтобы вы посмотрели, как все аккуратно, какая здесь строчка, да, то есть строчка к строчке. Все очень аккуратно, я ни одного несовершенства, как нам говорит производитель, не заметила. Единственное, что по мне, вот здесь не очень качественно отработан принт, то есть он как будто, вы знаете, не зашлифован. Но, возможно, это фишка, я не знаю. Вот, и здесь у меня немножко следы клея, вот прям совсем чуть-чуть. Но я думаю, что это можно все убрать, если захотеть. Я просто как-то не пробовала. Очень здорово смотрится, я прям кайфую. Вообще красивая такая. И давайте сейчас проведем эксперимент. Сейчас я уберу, чтобы нам это не мешало.
Посмотрим, сколько у нее всего поместится. Я недавно изобрела систему хранения, что мне Make Up Forever, просто мои любимки, подарили такую классную косметичку, и я в нее поместила все вещи, которые у меня обычно хранятся в сумках, потому что я меняю сумки, и я заметила, что я вечно разбрасываю. Я достаю все из одной сумки, разбрасываю, потом все пихаю между сумками, и я поняла, что так удобно. То есть я перед выходом беру то, что мне нравится, и сумку, соответственно, наполняю. Давайте посмотрим, то есть стандартно, что мы обычно кладем в сумку, и вы как раз тоже решите, насколько это вообще ваша история, нравится, не нравится. Первое, что мы кладем, это, конечно, паспорт. Берем паспорт, например, санитайзер, карт-холдер, блеск, куда же мы без блеска, таблетки, если нам станет очень плохо от того, какая у нас офигенная сумка, бальзам для губ, так, бальзам для губ, салфетки, и вот, в принципе, наполненность вот так примерно, да, то есть еще телефон, он просто меня сейчас снимает, но маленькие духи можно положить, если, не знаю, вы любите такую историю, вот, и, соответственно, телефон, я думаю, что он вполне сюда влезет, сейчас я вам еще покажу, то есть она достаточно широкая, видите, она широкая, но при этом она сейчас очень спокойно закрывается, то есть вот еще очень много. Телефон спокойно влезет, если что, можно при салфетке, да, заменить на телефон. Поэтому мне кажется, что, конечно, дорожная сумка нет. Если вы едете в отпуск, ее надо брать с собой, чем-то набивать, то есть в аэропорту тоже будет не очень удобно. Но если эта сумка в городе гуляет, то мне кажется здорово, потому что я в последнее время вообще именно маленькие сумки ношу. Я заметила, что я с собой очень мало всего беру. Я беру телефон, ну, как мы уже обсудили, да, телефон, ключи, карт-холдер и зеркальце, может быть, да, ну, салфетки матирующие, но они совсем крошки, вот, да, ну, вот, салфетки матирующие. То есть вам много-то и не надо, то есть если вы не идете на весь день в город, а вы просто вышли выпить кофе, по делам что-то забрать, то такая сумка вполне-вполне. Ну и очень часто я еще беру холщовую сумку, она у меня тоже такая симпатяшка французского мотива, вот, я ее тоже люблю, то есть если что, например, я вот здесь могу, да, что-то основное положить и в сумку свою холщовую, а это просто для красоты. В общем, клево, люблю. Что мне еще нравится, я изначально говорила, что я присматривалась к бежевой, такой гладкой коже сумки, потому что мне казалось, что она хорошо смотрится с тренчем, но я померила ее с тренчем, я померила ее с какими-то, да, пальто, кардиганами, и она не смотрится летней. Вот в этом, мне кажется, особенность этого цвета, потому что он и классно летом смотрится, и при этом он нормально вообще так смотрится с тренчем. Я думаю, что она маленькая будет. Не, вообще, типа, смотрится класс. Мне прям очень нравится. Ну что, дорогие друзья, вот и все наше видео подошло к концу, значит, нам пора прощаться. Пожалуйста, напишите, как вам мое приобретение, понравилась ли вам сумка или нет, или вы сторонник каких-то больших сумок. Напишите модели определенные, какие вам нравятся, и вообще, как вы относитесь к бренду By Far, потому что они вообще сколько? Лет 5-6 на рынке, да, но тем не менее, они настолько известны, лет, ну, года 3 назад их сумки реально носили все Кардашьян, просто, мне кажется, поголовно, и они вообще так прославились на славу. Это, как, знаете, грузинские те сережки с дракончиками, мы тоже... Маленький спойлер, скоро ко мне приедут. Вот, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, если хотите еще больше распаковок, еще больше бьюти-обзоров, косметики и макияжей. Этот макияж, кстати, уже есть у меня на канале, он, наверное, уже устал, потому что я весь день снимаю видео. Но, тем не менее, посмотрите, может быть, вам понравится и будут полезны мои советы. Спасибо еще раз, что смотрели это видео до конца. Нам пора прощаться. Подписывайтесь, пишите комментарии и оставайтесь со мной. Мы увидимся совсем скоро в новом видео. Пока.